От пациента начался месяц назад, беспокоит ухудшение зрения, невозможно сфокусироваться на предметах, выпадение полей зрения, частые пульсирующие боли в голове выше левого виска. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациента 44 лет, дата исследования 1 июня 2023 года. Область исследования головной мозг, срединные структуры головного мозга не смещены. Боковые желудочки симметричны, не расширены, размером по 8 мм. Третий желудочек 4 мм, четвертый желудочек мозга интактен. Индекс Эванса 0,24. Цистерны основания мозга прослеживаются, не деформированы. Область турецкого седла не изменена. Гипофиз однородной структуры, в размерах не увеличен. Хиазмальная область без особенностей. Мастомо-сжечковые углы свободны. Сильвиевы щели и конвекситальные борозды прослеживаются с обеих сторон, не расширены. Ствол мозга без особенностей, мозжечок симметричный, однородной структуры. Цереброспинальный переход без особенностей. С обеих сторон в белом веществе лобных долей визуализируются единичные очаги глиоза диаметром до 2-3 мм. Других участков измененного МР-сигнала в веществе головного мозга не выявлено. Данных за наличие онк и объемных образований головного мозга не получено. Придаточные пазухи носа, в зоне сканирования, минимальный отек слизистых оболочек передних воздухоносных ячеек решетчатого лабиринта, гайморовых пазух. При введении контраста, очаги патологической васкуляризации и не выявлены. На отсроченных томограммах, накопление контраста без особенностей. Заключение МР: картина единичных очагов глиоза лобных долей головного мозга, минимального полисинусита. Рекомендована консультация невролога, лор-врача. 2 июня 2023 года к М.Н. доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога: на мой взгляд, с головным мозгом все по возрасту, есть единичные очаги глиоза, но они особого значения не имеют. Данных за наличие инсульта или опухоли нет. Вам будет иметь смысл проконсультироваться у невролога. Также есть минимальные признаки воспаления придаточных пазух, тут нужно проконсультироваться у лор-врача. Вопрос пациента: к сожалению, я теряю зрение, поле зрения сужаются, что скажете о новообразовании в правом ретробульбарной зоне? Ответ к М.Н. Котова М. Область глазного яблока — это орбиты, и когда мы смотрим их на МРТ, то это так и называется МРТ орбит, это не головной мозг. В целом, справа есть образование, которое прилежит к зрительному нерву, размером 7,4 на 3,4 на 3,5 мм, с достаточно ровным, четким контуром, равномерно накапливающее контраст. Скорее всего, это невринома. Но тут очень важен контроль в динамике, чтобы оценить рост и изменение структуры образования. Тут нужна консультация офтальмолога.